Отец Джонатан Миллер был настоятелем старинной церкви Святого Патрика в живописном городке Эшвилл уже почти 3 десятилетия. За это время он видел множество влюбленных пар, которые приходили к алтарю с надеждой обрести счастье на всю жизнь. Некоторые из этих историй были обычными и предсказуемыми, другие — трогательными и запоминающимися. Но история Джеймса Харпера и Эмили Джан глубоко запала ему в душу, оставив след навсегда. Джеймс Харпер пользовался всеобщим уважением в Эшвилле. Он владел сетью успешных автосервисов и был активным членом местной общины. По воскресеньям он неизменно сидел в церкви Святого Патрика, внимательно слушал проповеди и щедро жертвовал на нужды прихода. Джеймс был человеком добродушным и открытым, но долгое время оставался одиноким, полностью погрузившись в работу. Эмили Джан переехала в Эшвилл чуть больше года назад из далекого Сан-Диего, чтобы начать карьеру врача-педиатра в городской клинике. Она быстро завоевала сердца жителей своим искренним вниманием к пациентам, профессионализмом и неизменно солнечной улыбкой. Несмотря на свою сдержанность и замкнутость в личной жизни, Эмили быстро стала частью местного общества. Их встреча произошла случайно. Джеймс, пришедший в клинику навестить племянника, заболтавшись, случайно пролил кофе на рабочие бумаги Эмили. Так завязался разговор, который продолжился встречей в кафе, а вскоре перерос в серьезные отношения. Через несколько месяцев Джеймс сделал Эмили предложение, которое она с радостью приняла. Когда пара впервые посетила отца Джонатана для обсуждения предстоящей церемонии, священник сразу заметил особую связь между ними. Джеймс хотел традиционную свадьбу, которая стала бы для них обоих глубоко значимой, и Эмили полностью его поддержала. Несмотря на то, что она была новичком в вере, ее искреннее желание понять религию жениха впечатлило отца Джонатана. Он дал ей книги по основам веры и был приятно удивлен, насколько внимательно и серьезно она отнеслась к изучению новой для нее культуры. Подготовка к свадьбе проходила с радостным волнением. Женщины прихода украшали церковь белыми розами, хор тщательно репетировал, секретарь миссис Дороти печатала программы с именами гостей. Атмосфера была полна счастья и надежд на светлое будущее. Однако вечером, закрывая храм, отец Джонатан заметил незнакомую женщину, которая молилась в одиночестве у статуи Девы Марии. При виде священника женщина поспешно поднялась, бросив на прощание загадочную фразу о том, что свадьба Харпера и Джан станет событием, которое Эшвилл никогда не забудет. За несколько дней до свадьбы отец Джонатан получил неожиданный звонок от женщины, говорившей с легким китайским акцентом. Звонившая утверждала, что настоящая Эмили Джан умерла 3 года назад в автокатастрофе, а женщина, собирающаяся выйти замуж за Джеймса, на самом деле ее бывшая подруга Линь Мэй, которая украла ее личность. Незнакомка сказала, что настоящая Эмили имела особые приметы — татуировку ласточки на запястье и длинный шрам на плече после детской травмы. Потрясенный этим откровением, отец Джонатан решил осторожно проверить детали на репетиции свадьбы. Он увидел татуировку, однако, к своему ужасу, шрама на плече Эмили не было. Это открытие повергло его в глубокие сомнения. В душе он боролся с мучительным решением, сказать ли правду Джеймсу или дать церемонии состояться, доверившись судьбе. В день свадьбы церковь была полна людей, восторгавшихся красотой церемонии. Джеймс нервничал у алтаря, ожидая появления невесты. Эмили вошла в церковь в ослепительно-белом платье, и все гости вздохнули от восторга. Но когда отец Джонатан задал вопрос о возможных возражениях, двери церкви резко открылись, и внутрь вошла пожилая женщина. Та самая незнакомка, молившаяся недавно в храме. Она громко заявила, что ее зовут Маргарет Джан,
и что ее настоящая племянница Эмили давно погибла. В церкви вспыхнула паника. Линь Мэй, выдававшая себя за Эмили, попыталась убежать, но была остановлена охранником. Полиция прибыла быстро, и вскоре Линь пришлось признать свое преступление. Она рассказала, что после гибели Эмили воспользовалась ее документами, стремясь к новой жизни и финансовому благополучию. Однако ее чувства к Джеймсу были искренними и неожиданными для нее самой. Последствия раскрытого обмана для Джеймса оказались крайне болезненными. Его сердце металось между злостью на Линь, которую он когда-то называл «любимой», и глубоким сожалением по настоящей Эмили, которой он так и не успел узнать. Через несколько месяцев после того злополучного дня Маргарет Джан попросила о встрече с Джеймсом. Они встретились в маленьком уютном кафе в центре Эшвилла. Маргарет выглядела спокойно, но ее глаза выдавали боль и усталость, которые она пронесла через все это время. Перед ней на столе лежала небольшая коробка, которую женщина аккуратно придвинула к Джеймсу со словами: «Я привезла кое-что для вас, Джеймс. Это вещи моей племянницы, настоящей Эмили. Думаю, вы должны их увидеть. Они помогут вам понять, какой она была на самом деле». Джеймс осторожно раскрыл коробку, чувствуя, как внутри него растет напряжение и смятение. Внутри лежали несколько фотографий молодой, улыбчивой девушки, значок врача-педиатра с ее именем и аккуратно перевязанный лентой кожаный дневник, страницы которого уже немного пожелтели от времени. Руки Джеймса слегка дрожали, когда он брал дневник в руки. Маргарет с грустной улыбкой пояснила: «Эмили всегда вела дневники. Это ее последняя запись перед тем, как она погибла. Никто, кроме меня, его не читал. Думаю, вам это нужно сейчас больше, чем кому-либо другому». Вечером, уже дома, Джеймс начал читать дневник. С каждой страницей перед ним раскрывался мир, о существовании которого он даже не подозревал. Эмили подробно описывала свои дни, работу, мечты и надежды. Чем больше Джеймс погружался в ее мысли, тем сильнее чувствовал, как боль и сожаление охватывают его сердце. Особенно его потрясла запись, сделанная примерно за год до трагической гибели девушки. «Сегодня я снова видела Джеймса Харпера в кафе. Он, конечно, не помнит меня со школьных времен. Смотрела на него со стороны, гадая, что бы было, если бы я нашла смелость подойти и напомнить ему о себе. Я боялась этого тогда, боюсь и сейчас. Иногда я думаю, что именно этот страх не позволил мне быть счастливой. Может, однажды я решусь». Читая эти строки, Джеймс почувствовал, как слезы стекают по его лицу. Он осознавал, что упустил шанс узнать настоящую Эмили, девушку, которая все это время жила с ним в одном мире, но словно в другой вселенной. Глубокое сожаление о несбывшемся счастье сжимало его сердце. Погружаясь глубже в дневник, он наткнулся на описание ее жизни в Сан-Диего, где Эмили помогала больным детям и мечтала о собственной семье, тихом доме и любящем муже. Джеймс словно проживал ее жизнь заново, мысленно оказываясь рядом с ней в те моменты, когда ей было одиноко или когда она делилась своими маленькими радостями и надеждами на будущее. В ту ночь он почти не спал, перечитывая дневник снова и снова. На рассвете Джеймс наконец почувствовал облегчение, осознав, что настоящая Эмили навсегда поселилась в его сердце и памяти. Через год Джеймс изменил жизнь, продал часть бизнеса и учредил благотворительный фонд имени Эмили Джан для помощи молодым врачам. Позднее он встретился с Линь, освобожденной после сотрудничества со следствием, и их тяжелый эмоциональный разговор позволил ему отпустить гнев, хотя полностью простить ее он так и не смог. Отец Джонатан часто думал об этой необычной истории любви, обмана, потери и прощения.
В этой истории он видел напоминание о хрупкости счастья и о том, как даже в самых болезненных событиях могут скрываться важные уроки жизни, ведущие нас к исцелению и надежде на новое начало. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.